Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В данном мастер-классе хочу показать, как при обвязывании джутового каната шпагатом изменить форму стенок, то есть увеличить их объем, либо уменьшить их объем, и смоделировать любую форму изделия. По итогам данного видео вы сможете связать чашу, корзину, вазу, вазон, горшок, все что угодно. Я хотела лишь показать методы сужения и расширения стенок. Ну вот случайно у меня получилась вот такая вот интерьерная ваза. Она может послужить как самостоятельным элементом декора, так и можно вставлять в нее сухоцветы либо искусственные цветы. А если ставить колбу с водой, можно даже вставлять живые цветы и растения. В данном видео я вяжу ее от деревянной заготовки. У вас может быть любой диаметр, либо может быть дно также вязаное из каната и джута. Здесь я добавлю вам ссылку на видео, где подробно рассказываю, как связать круглое дно. Там у меня корзинка из джута, но дно вяжется по аналогии. Также в этом мастер-классе я рассказываю, как делать добавление и от деревянного дна, и от вязаного, если оно у вас уже готовое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео. Буду рада вашим комментариям. Приступим. Мне понадобится джутовый канат, у меня 8 мм, джутовый шпагат, у меня трехниточный, 3 мм. Сейчас здесь ставлю ссылку на обзор по джуту. Как выбрать, где купить, сколько это примерно стоит. Переходите и ознакомьтесь, под этим видео есть все необходимые ссылки для приобретения материала. Донышко у меня 20 сантиметров, круглое. Здесь вы можете обойтись любым диаметром, либо связать дно самостоятельно из каната и шпагата. А также крючок у меня 5 миллиметров, маркер, прищепка по размерам каната, чтобы направлять и ровно укладывать ряды при вязании, и ножницы. Подготавливаю донышко для возведения стенок. Сейчас мне нужно просто соединительными петлями косичкой обвязать по кругу. Вытаскиваю петельку первую, она еще не закреплена. Теперь рабочей нитью в следующее отверстие вставляю крючок и протягиваю в первую петельку. И так каждое следующее отверстие. Одно отверстие, один стежок. Вставляю, протягиваю. Делаю такую обвязку по всему кругу. Чтобы завершить круг обвязки, я вытянула петлю больше обычного, и сейчас ее нужно увести в первый стежок и в исходный. Я провожу ее так, протягиваю. И вот он, исходный стежок. Сюда тоже прокалываю и увожу. Готово. С этой стороны у меня петля, рабочая нить и нить начала. Итак, я подготовила канат, отрезала его ступенями по 2 сантиметра примерно диапазон. Эта обвязка имеет декоративный характер. Вы можете сразу приступить к обвязке каната шпагатом, возводить стенки корзины. Я располагаю канат, край между петлей и рабочей нитью, захватываю и закрепляю воздушной. Итак, вот этот край, начало, я тоже уведу по канату и ввяжу его в полотно. Теперь я буду вводить крючок поочередно в каждое отверстие. Я уже знаю свою плотность вязания, и добавлю я здесь в каждую вторую, то есть двойная, одинарная, двойная, одинарная. Так по всему кругу. В моей плотности вязания в 10 сантиметрах 11 столбиков. Исходя из этого я делаю добавление по кругу.
Более подробно можно посмотреть в этом видео расчет плотности квадратная корзина. Здесь я вам сейчас оставлю ссылку. Я перехожу к ввязыванию каната. Крючок выходит таким образом, чтобы канат был захвачен рабочей нитью. И провязываю. Здесь сразу сделаю 2 в это отверстие. В следующее, соответственно, 1 столбик и в следующее 2. Так чередую. Через отверстие делаю добавление и уходит постепенно канат в полотно. Готов первый ряд. У меня было 50 отверстий. Провязала я по 2 столбика в каждое второе отверстие. Получилось 75. Но если изделие будет у вас с ручками, там необходимо четное количество. И сейчас вы добавляете в любой, то есть в любой свободный, где был 1, провязываете 2, выходите на четное количество. То есть тут сориентируйтесь и заложите себе нужное количество столбиков в ряду. Следующий ряд я буду вязать уже по предыдущему. В предыдущем ряду у меня есть кромочная коса. Крючок увожу в нее в 2 нити полностью и протягиваю, провязываю. То есть вот она, эта косичка, я ввожу крючок под нее и вытаскиваю рабочую нить. Здесь уже можно помогать себе прищепкой, выкладывать следующий ряд ровно. Теперь внимание, вот это вот петелька, которая оказывается на крючке после того, как я протянула, не должна менять своего размера. То есть я не вытягиваю ее и не подтягиваю обратно. Вяжу так, как мне комфортно. Тогда стенки будут ровными. Вот раз, вот она. Все, я больше ее не двигаю. Следующая, вот она. Тогда она будет 1 к 1. Если я не буду делать добавлений, стенки будут ровными. Если буду прибавлять, они пойдут расширяться, убавлять, сужаться. Сейчас мне нужна форма чаши, поэтому я буду делать добавления. Если дно вы вязали, вот на примере такой корзинки я вам покажу, то у вас уже есть определенная схема добавлений. Вы продолжаете ее. То есть вот дно закончилось добавлениями через 5 одинарных столбиков. Здесь вы провяжете без добавок и в следующем ряду уже будете делать добавление через 6 одинарных столбиков. Далее через 7, через 8, то есть по этой схеме. Пересчитывать вам ничего не нужно, у вас все и так получится. На всякий случай ссылку на видео по этой корзине вязания круглого дна я добавлю еще под видео в инфобокс. У меня 75 столбиков. Я раскидаю 10 добавлений на окружность. Этого достаточно, плюс-минус. 75 на 10 ровно не делится. Поэтому я буду делать добавления, чередуя то на 7 столбик, то на 8. Итак, 4, 5, 6. И на 7 я в одну петлю провязываю 2 столбика. И так до конца ряда. В круг получу 10 двойных, 10 добавок. И количество столбиков увеличится. И моя ваза начнет увеличивать объем краев своих. Итак, вяжу то на 7, то на 8, добавляю. Готов один ряд с добавлениями. И теперь мне нужно провязать ряд без добавок. Прищепку я убираю, чтобы сильно не вывернуть изделие. Я канат немножко даже вовнутрь буду располагать. И вяжу точно так же, не вытягивая кромочную косу, чтобы поля моего изделия увеличились только лишь на добавленные мной столбики. Чтобы не ослабилось вязание и само собой еще не увеличило мою корзинку. Поэтому вяжу здесь потуже,
подворачиваю края немножко вовнутрь и следующий ряд полностью без добавлений. Здесь в начало-конец ряда можно установить маркер, чтобы ориентироваться, не пропустить. И продолжаю, располагаю косу при вязании ровно вверх. Столбик вытягиваю одинаково и с лица, и с изнанки. И при этом ни в коем случае не тяну канат уже с связанного полотна. То есть как я его закрепила, направляя рукой, так он там и должен остаться. Ряд без добавлений провязан. И теперь мне нужен ряд также с 10 двойными. Вязать я их буду по той же схеме, так как количество столбиков увеличилось, увеличивается на 1 и расстояние между добавлениями. Если в прошлом ряду каждый 7-й, 8-й, значит в этом каждый 8-й, 9-й. Но я себя хочу контролировать еще дополнительно. Я буду делать это добавление, пересчитывая столбики и ориентируясь на добавление позапрошлого ряда. Вот она, эта добавка. Я сделаю добавление в текущем ряду, вот, за ней. То есть также по диагонали оно пойдет. Не делаю над ней, а делаю вот 2 столбика после, в следующую. Итак, считаю 8-9 столбиков добавка каждая. И еще смотрю дополнительно на внутренний рисунок полотна по добавлениям. Вяжу этот ряд. В ряду должно получиться 10 двойных. Я подхожу к окончанию 4-го ряда. В позапрошлом ряду добавление вот маркер, но в этом ряду добавление зайдет на новый ряд. Из-за того, что я делаю его немножко сдвигая в сторону. Это последняя 10-я добавка в этом ряду, и провязываю ее уже чуть-чуть в следующем. Вот она. Следующий ряд вяжу без добавок. Напоминаю вам за натяжением нити. Подворачиваю каждый ряд, каждые несколько провязанных петель немножко вверх, чтобы ряд на ряд ложился ровно вверх, был направлен канат. И продолжаю вязать без добавлений. Слежу за размером кромочной косы. Поля моей корзины постепенно расширяются. Я провязала 2 ряда с добавлениями и 2 ряда без добавлений. Здесь у меня в прошлом ряду добавка зашла на ряд. Вот он, ряд закончился без добавлений. Поэтому в новом ряду я прямо здесь сделаю добавку. Оно покажется, что это в следующем, но на самом деле это не так. Напоминаю, что в прошлом ряду у нас добавление зашло за маркер. То есть сделаю первое здесь и последнее добавление сделаю здесь, вот не доходя до маркера немного. Этот ряд вяжу с добавками, 10 их получится в ряду. Количество столбиков между добавлениями выросло на 1 от ряда позапрошлого. Поэтому в этом ряду делаю добавление. Этот ряд будет у меня последний с добавлениями. Дальше я буду уменьшать количество столбиков в окружности. И поэтому моя ваза станет менять свою форму. Итак, очередной ряд с добавлениями провязан. Теперь я буду вязать ряд без добавок.
Столько, сколько есть у меня столбиков, я провязываю. Слежу за размером кромочной косы, не вытягиваю ее. Здесь, чтобы придать немножко пузатости изделию, можно провязать 2 ряда без добавок. То есть закрепить этот эффект округлости. Я вяжу 1. Я закончила ряд без добавлений. И получается, что у меня было 3 ряда с добавками. И не считая первого вот этого, 3 ряда без добавлений. Теперь следующим рядом я буду делать убавки. Убавка — это когда я 2 столбика протягиваю одной петлей. Итак, в позапрошлом ряду добавление было то 10, то 11 столбик. Значит, сейчас я то 10, то 11 столбик должна сделать убавление. Также я могу просчитать от 75 начальных петель. Я 3 раза добавила по 10. Это 105 петель. Делю на 10, то есть то 10, то 11. Подсчеты все сходятся. Итак, как я вяжу убавку? Продеваю крючок в одну кромку косы, вытаскиваю столбик. Теперь в следующую вытаскиваю столбик и протягиваю его в 1. Здесь важно не вытянуть вот эту косичку на кромке, чтобы она не задвоилась по размеру, а была такая же, как все остальные. Тогда убавление будет гармонично смотреться в полотне. Продолжаю вязать по своей схеме, делаю то на 10, то на 11. Вот так вот 2 провязываю вместе. Вот снова 11 у меня, вытягиваю 1, в следующую 2 и протягиваю одной косичкой их. Вяжу дальше. Слежу за расстоянием между убавками. В круг их получится 10. Первый ряд с убавками у меня провязан. Вот они. 10 в ряду. Теперь я буду для плавного сужения вязать ряд без убавлений. Столько столбиков, сколько у меня петель в прошлом ряду. Вяжу, повторяюсь, контролирую кромочную косу. Этим рядом я скорректирую, даже если в прошлом где-то слабее получилось. Сейчас я корректирую, сужение пройдет резче именно в этом ряду. Вяжу до маркера. Готов первый ряд после убавок. Он провязан без добавлений и убавлений, как есть. И теперь у меня следующий ряд. Я тоже буду 10 петель провязывать 2 вместе. То есть 20 по сути. Уменьшается расстояние между добавлениями. Если в прошлом ряду это было 10, 11, в этом это 9, 10. Но я ориентируюсь на позапрошлый ряд. Вот оно, мое убавление. И здесь делаю его не над, а рядом, в сторону немножко. Вот здесь сейчас 2. 1, 2 вместе. Теперь чередую на 9, на 10, на 9, на 10. Вяжу 2 вместе. Так я вяжу необходимое количество пар рядов. Ряд с убавками, ряд без добавок убавок. Ряд с убавками, снова ряд как есть. И добиваюсь необходимой мне формы. Я довязала до того момента, где мне нужно изменить
добавления. То есть вот такая форма у меня получилась, как вазончика. И теперь я провязала 6 рядов с убавками по минус 10 столбиков и 5 рядов без убавлений, просто между ними. Заканчиваю тем рядом, где были убавления. Получается 3 ряда на добавки, 6 на убавки. Значит, из исходных 75 столбиков у меня осталось 45 сейчас. И сейчас я вяжу 2 ряда подряд без добавлений и убавлений, чтобы немножко вот это горлышко вытянуть. Я провязала 2 ряда без добавлений, но мне показалось этого маловато, и я провязала еще 1/3. Теперь я хочу, чтобы горловина моего изделия немножко была вывернута, то есть сейчас пошла на расширение, но тех 10 добавлений в круг мне маловато. Поэтому что я делаю? У меня 45 столбиков в круговую, ровно делятся на 15, каждую третью я добавлю, то есть сейчас я добавлю 15 по кругу, и далее будем делать обвязку края. Итак, 1, 2, на третью добавляю, то есть вяжу 2 в одну петлю. И так до конца ряда, до того места, где у меня стоит маркер. Итак, вот что получается. Стенки немного выворачиваются наружу. Здесь я уже подхожу к окончанию ряда, поэтому постепенно, плавно отрезаю канат ступенями, точно так же, как при вводе его в вязание. Сделать это можно немножко с заходом на ряды, чтобы их уравнять, немножко уравновесить. У меня закончился канат, и в следующую полную косу кромки я делаю просто соединительный стежок, вот так протягиваю. Теперь оставляю, переворачиваю изделие, ввожу крючок сверху в кромочную косу и увожу эту петельку наверх, сюда, наружу. Готово. Вытаскиваю крючок, переворачиваю обратным ходом, чтобы было удобно, и начинаю вводить в полную косу кромки крючок и делать соединительно петлями вот так просто обвязку по всему краю, чтобы вот эта косичка была на лице, так как изнанка становится лицом изделия, так как стенки немножко вывернуты. Делаю так по всему кругу до вот этого момента. Готово. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю. И здесь сейчас сделаю имитацию. Мне нужно увести край нити в следующую косичку и вернуть ее в исходную, чтобы имитировать рисунок на стыке. Вот так. И вот сюда вернуть. Подтягиваем. Теперь ниточку нужно будет увести по изнанке и спрятать. Готова моя интерьерная ваза. Вы можете наподобие сами смоделировать форму и размер вашего изделия, украсить любой дом, придаст уюта в нем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!